Здравствуйте, мои дорогие зрители! Это канал «Домашнее похудение», меня зовут Наталья. Тема сегодняшней передачи – как измерить порцию еды при правильном питании. Один из самых частых советов всем худеющим – это кушать 5-6 раз в день, раздробив рацион. Однако, как определить, что порция еды та самая подходящая, чтобы похудеть, вопрос не такой уж простой, как оказывается. Давайте разбираться вместе, а я вам в этом немножечко помогу. Прежде чем начать высчитывать порции, давайте уясним, а что такое порция. Порция – это одна условная единица одного конкретного продукта, например, мяса, макарон, фруктов, овощей. Очень часто большие порции становятся причиной излишнего веса. Доказано учеными, большая тарелка провоцирует съесть больше. Еще одной из основных причин избыточного веса является наша старая с детства привычка – доедать все до конца. Помните? Теперь давайте с вами разберемся, сколько нужно класть в тарелку и какие способы измерить порцию существуют. Первый способ, на мой взгляд, самый долгий и неудобный, но зато точный, как в аптеке, это весы. Если вам принципиальна математическая точность, то используйте их. Вам придется, правда, перевешивать все то, что вы готовите, а потом заранее раскладывать по контейнерам для еды. Это не совсем удобно, на мой взгляд. Но кухонные весы все-таки должны быть под рукой, как минимум для того, чтобы записывать ингредиенты для блюд, которые вы готовите. А дальше дело техники. Вы просто вводите записанные ингредиенты в калькулятор калорий и получаете калорийность готового блюда на 100 грамм. Самое золотое правило и простой способ – это правило кулака. Обычно натощак объем нашего желудка, если он не растянут, это 1-2 кулака. Тут все индивидуально. Отсюда и необходимость класть в него столько еды, чтобы не растянуть его. Не стоит обманывать себя и, съев один кулачок, докладывать на тарелку еще один. Да, вот вам еще один совет. Научитесь различать голод, какой он эмоциональный либо физический. Просто задайте себе в этот момент вопрос, съели бы ли вы что-нибудь невкусное, например, кашу. Ваш организм тут же подскажет вам ответ на вопрос. Более эффективный и более точный метод по сравнению с предыдущим – это метод ладони. Давайте рассмотрим это правило поподробнее. Только давайте сразу запомним, что все меры веса тут берутся без горки. Итак, порция еды за один прием составляет белковые продукты – курица, рыба или мясо. Примерная норма – 100 грамм. Это ладонь без пальцев. Сложные углеводы – это ладонь без пальцев, либо сжатый кулак. Картофель или рис – это передняя часть кулака. Овощи или овощные салаты – это две сложенные вместе ладони. Фрукты – это сжатый кулак. Жиры – одна фаланга большого пальца, а вот зелень можно кушать в неограниченном количестве, не путайте ее с овощами. Норма супа – это порция 200-250 грамм или обычный стакан, не путаем стакан с кружкой. Вообще диетологи считают, что для сброса веса человеку нужно уменьшить калорийность своей ежедневной пищи примерно на 500 килокалорий. Как рассчитать индивидуальную норму калорий, я вам оставлю ссылку под видео в комментариях. А в конце этой передачи вы можете подписаться на раздел по похудению. Это школа, инструкции, формулы для похудения. Более подробно. Получилась небольшая реклама, но сейчас мы вернемся к дневному рациону. Полноценный дневной рацион – это 2 белковые ладони и 1 углеводная, 3 кулака фруктов и овощей, 1 фаланга большого пальца жиров. Последний способ определить норму порции – это правило тарелки. Мысленно разделите тарелку на 4 части. Четверть отдайте белкам, вторую четверть зерновым, а половину отводите под овощи и салаты. Визуальное восприятие, кстати, один из действенных способов того, как уменьшить потребление пищи. Зачастую мы и не замечаем, как съедаем пакет чипсов или печенье, таская одну штучку за другой. Норма еды у взрослого здорового человека в день – это 2-3 килограмма. При этом наедаться до отвала категорически запрещено. Чувство тяжести в поджелудочной области, сонливость свидетельствует о том, что вы переели. Никогда не следует доводить себя до такого состояния. Есть такая турецкая пословица, которая мне очень нравится и гласит: «Кто ест, когда желудок полный, тот роет могилу себе зубами». Самое главное, конечно же, если вы всерьез решили заняться своей фигурой, в первую очередь меняйте все же не размер порций, а качество самих продуктов. Ешьте меньше быстрых углеводов, а больше медленных, которые долго усваиваются. Вы долго не будете ощущать чувство голода.
Тарелка жирного наваристого супа – это совсем не то же самое, что диетический суп. Содержимое быстро переварится желудком, а жирок при этом осядет там, где не нужно. Даже, к примеру, 100 грамм запеченного в духовке мяса гораздо полезнее для фигуры, чем те же 100 грамм, но обжаренного в масле. Калорийность меняется в разы. Итак, что же важного мы сегодня узнали? Давайте подведем итоги. Первое, о чем мы узнали, что для того, чтобы правильно определить размер порций, весы совсем не обязательны. Для определения нормы порций всегда используйте метод ладони и кулака. Это именно те гаджеты, которые всегда с вами и никогда вас не подведут. Последний, третий момент – это никогда не стоит забывать о качестве еды. А у меня на сегодня все. С вами была Наталья, это канал «Домашнее похудение». Всем до новых встреч. Если понравилась передача, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока-пока!